студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе мы продолжаем говорить о самых главных, о самых важных событиях в мире футбола, которые произошли на прошедшей неделе. И хотелось бы после анализа скандалов многочисленных в нашем футболе, хотя я не о всех, кстати, сказал и не всех коснулся, но все-таки перейти к собственному футболу. Вот в этой части программы хотелось поговорить о двух интересных очень событиях, которые связаны с тренерами. Во-первых, главным тренером московского «Динамо» до конца сезона 2011-2012 годов стал ИО, исполняющий обязанности до этого, Сергей Силкин. Напомню, что после того, как уволен был в апреле месяце Миодраг Божевич, главный тренер бело-голубых, вот исполнял обязанности Сергей Силкин. После того, как он стал выполнять функции главного тренера, 4 игры динамовцы выиграли, 4 сыграли ничью и потерпели одно поражение. Идут в верхней части турнирной таблицы на 4-м месте сейчас, то есть в лидирующей группе. Вполне прилично футбол показывают. Вообще Сергей Силкин, его назначение, на мой взгляд, очень симптоматично. Мне кажется, что наши футбольные менеджеры все-таки становятся большими реалистами, опускаются на почву, начинают понимать, что, во-первых, не надо ждать от специалистов какой-то сиюминутного, да, там, какого-то результата, с одной стороны, хотя, если говорить о 7 увольнениях уже в этом сезоне, а некоторые клубы уже 2 раза успели поменять своих тренеров, тут трудно сказать, но все-таки есть менеджеры, которые начинают понимать, что нужно опираться на вдумчивых, знающих специалистов. Может быть, без такого внешнего лоска, да, который присущ там зарубежным специалистам, которые приезжают, там, каким-то молодым нашим тренерам. Вот сначала вроде как говорили о том, что в «Динамо» должен прийти Андрей Кобелев. Долго с ним велись переговоры, но вот все переговоры завершились ничем. Причем почему? Не договорились о сумме, не договорились о каких-то преференциях и так далее тренеру, непонятно, честно говоря, только можно судить по слухам. Но вот в итоге отказались и от заграничных тренеров, имена которых назывались, отказались от каких-то очень таких звучных имен, распиаренных, что ли, и вот назначили Сергея Силкина. На мой взгляд, это очень здорово. Тем более, что Сергей Силкин абсолютно динамовский человек. Это человек, который закончил юношескую динамовскую школу, играл, провел там больше 170 матчей за команду мастеров московского «Динамо», становился серебряным призером чемпионата СССР в составе московских динамовцев. Человек, который работал в системе клуба, который при Миодраге Божевиче тоже работал, которого уважают, с которым очень хорошо относятся футболисты, судя во всяком случае потому, что они говорили в интервью, когда как раз решался вопрос о том, быть ли Сергею Силкину главным тренером этого клуба. Очень спокойный, уравновешенный, вдумчивый человек. Мне кажется, для того, чтобы создавать какую-то базу, игротскую базу, такую, знаете, не финансовую, не какую-то такую внешнюю, а внутреннюю атмосферу клуба, мне кажется, такие люди как раз и нужны. Вот по этому пути сейчас пошло московское «Динамо». Чего не скажешь о лондонском «Челси». Это как раз вот вторая часть этого сюжета. Стало известно, что португальский тренер Порту португальского Андре Виллаш-Боаш разорвал контракт со своим клубом. Разорвал свой контракт и согласился на выплатить неустойку в размере 15 миллионов долларов. 15 миллионов евро, прошу прощения. Это, конечно же, главный тренер Андрей Виллаш-Боаш не будет платить эти 15 миллионов евро из своего кармана. Конечно же, их заплатит другой человек, Роман Абрамович, а Андрей Виллаш-Боаш просто освобождает себя для того, чтобы оказаться главным тренером лондонского «Челси». Вот здесь как раз совершенно другая история. Если честно, я думал, что все-таки «Челси» возглавит Гус Хидинг. При том, что у него хорошие отношения с Романом Абрамовичем со времен работы за сборной России и с «Челси», когда только тогда в полуфинале, просто безобразное судейство, не пустили «Челси» в финал Лиги Чемпионов, и тогда
Просто безобразно, конечно, себя повел арбитр в матче с Барселоной. Барселона тогда была слабее, чем Челси, однозначно. Тогда переиграл своего молодого коллегу Буатрогению, главный тренер в то время Челси Гус Хиддинк. Но вот он не оказался. Все-таки был сделан выбор в пользу молодого, очень перспективного, наверное, очень зарекомендовавшего себя с лучшей стороны и в португальском чемпионате, и особенно в Лиге Европы, которая Порту вынесла просто на раз, она была просто на голову сильнее всех своих соперников. Андрей Виллаш-Боаш стал самым молодым за всю историю Еврокубков тренером, которые сумели выиграть этот турнир. Вот, видимо, вот этот внешний лоск такой, внешние достижения, безусловно, которые они есть, но которых, может быть, все-таки, на мой взгляд, не хватает еще для того, чтобы гарантировать Роману Абрамовичу победу в Лиге Чемпионов. А ведь не секрет, что именно эта цель является главной для владельца лондонского клуба. Не знаю, правильный ли это ход, но с другой стороны он сделан на перспективу. Другое дело, дадут ли португальскому тренеру молодому время на то, чтобы адаптироваться в английском чемпионате, очень сложном, где будут ему противостоять монстры просто в виде там, сэра Алекса Фергюсона, который задерживается еще в английской премьер-лиге. Как будут развиваться события в Лиге чемпионов, где помимо действительно классной команды нужно еще и очень опытный тренер, да и игроки тоже, который прошел эту Лигу чемпионовскую всю историю. Но, с другой стороны, там сейчас португальские тренеры в фаворе, Мауриньо, теперь вот Андрей Виллаш-Боаш, может он и повторит этот путь Жозе Мауриньо и тоже сможет выиграть и Лигу чемпионов, и может быть это сделает с Челси. Но это вот два таких интересных примера разного подхода руководителей клубов к подбору тренерских кадров. Это был Гия Саралидзе, мы говорим о футболе на Вестнике Кавказа.